Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами собираем вот такую композицию. Как делать цветы я показывала в предыдущем уроке, ссылку я оставлю. И сегодня подробно покажу, как же собрать такую композицию. Сегодня я собираю еще одну композицию. Как делать цветы я показывала в прошлом уроке. Сегодня покажу, как делать листики, как собрать композицию. И здесь я также буду использовать вот такие бусины на леске. Для листиков буду использовать ленту 4 сантиметра. И вот разные. У меня тут 1,5 сантиметра и 3 миллиметра. Также мне понадобится вот такой вот защип и небольшие отрезки фетра. Вот такие у меня листики. И, как я уже говорила, буду использовать ленту 4 сантиметра и примерно отрезки 7-7,5 сантиметров. Я беру этот отрезок, перегибаю пополам, перехватываю пинцетом. Вот таким образом. Чуть-чуть поближе. И прогрею зажигалкой середину. И вырезаю форму такого длинного листика. Вот. И теперь в таком же положении ножницами делаю вот такие вот надрезы. Снова ножницами возвращаюсь вот так внутрь. Чуть-чуть побольше. И вот что у нас получается. Прямо вот так обжигаю. И теперь вот здесь у нас изнаночная сторона. На лицевой стороне перегибаю и немного прогреваю до середины. И листик у нас выглядит более живой. Нижнюю часть делаю вот такой защип. И листик становится таким более округлым. Лишнее подрезаю, выравниваю и все спаиваю. И получается вот такие листики. Если надо немного выгнуть его, прогреваем и вытягиваем. Убираю цветы в сторону. Здесь у меня был такой пробный вариант. И сейчас будем, вот вы видите, у меня даже лента не подрезана. Будем все складывать. Сейчас у меня согревается пистолет. Так, убираем листики, чтобы не мешали. И я уже примерно знаю, сколько ленты мне надо. Это уже вот когда я тут примеряла. Делаем такие флажки. В прошлом видео мы тоже делали флажки. Я очень люблю бантики украшать флажками. Ленту можно чуть побольше отрезать и лишнюю сразу убрать, чтобы не мешало. Сейчас мы сделаем вот такие маленькие флажки, я имею в виду из тонкой ленты. И на конце ленты я повешу бусинку, прикреплю. Подрезаю под углом, беру бусинку, одеваю и пинцетом немного помогаю, чтобы вытащить край ленты. Так, не вытаскивается. Попытка номер 2. Да что ж такое? Убегает все. Вот у меня. Потом, если надо будет, можно будет укоротить. Поэтому я взяла чуть длиннее. Я сделаю зелененький такой флажок с бусинами. И также сделаю из светлой ленты. У меня вот такие бусины на леске. И я перегибаю бусину, чтобы у меня получился один край. Вот одна бусина выше, другая чуть ниже. Вот таким образом. И теперь подклею вот сюда. И затем все подправлю.
Вот прямо вот туда клей. Все подклеиваю. И прижимаю. И вот таким образом я украшу листики. И теперь я оформлю застежку. Здесь я подклею, так как она у меня такая овальная, немного с углублением, подклею кусочек фетра один и затем второй. И лишнее подрежу. Вот так придавлю чуть-чуть, чтобы все вплотную приклеилось. Лишнее подрежу и зажигалкой обработаю. Ну вот, все материалы у меня подготовлены, можно собирать композицию. Я сделала флажки, но пока их не подклеила. И примеряю цветы. Вот здесь, где у меня высокий флажок, это у меня будет розочка поменьше, а где большая розочка, будет вот этот флажок. И чуть ниже она располагается. Я вот таким образом буду располагать цветы. Сразу все примеряю, чтобы знать выше, ниже. И вот если мне нравится расположение цветов, то я прямо вот так их хватаю и вот здесь склеиваю между собой. Даю закрепиться. Вот что у меня получается. Я буду подклеивать вот под углом, чтобы вся вот эта часть у меня была спрятана. И вот здесь мы делаем немножко вот шире. Именно вот чтобы у нас подложка была шире, чтобы у нас хватило места, чтобы именно вот все вот это вот спрятать. И если мне нравится расположение, я придерживаю пальцем и постепенно подклеиваю. Сейчас главное закрепить. Много клея не накладываем, так скажем. Нам просто главное закрепить все между собой. А затем уже будем все подклеивать. Даю закрепиться, чтобы клей высох. И продолжу работу. Вот сейчас покажу, что я имела в виду. Вот когда я подклею цветы сюда, чтобы у нас все было закрыто. Из тоненькой ленты делаю также красивую петлю и все подклеиваю. Прижимаю пинцетом, даю закрепиться и тем временем могу подготовить вторую. Один край у меня больше, другой меньше. И вот здесь уже по вашему желанию, как вам нравится, ниже, выше. Так, все подклеилось. Вот таким образом. Если что-то вам не нравится, все пододвигаем и подклеиваем. Теперь, когда у нас все держится, мы смотрим, где какие ленты между собой перекрещиваются, и все подклеиваем, чтобы все держалось. Вот здесь все у нас. Так, поднимаем нижнюю ленту и все подклеиваем. Даем закрепиться и затем все расправляем. Примеряем цветы и одновременно примеряем листики. Листики не подклеиваем к ленте, а именно к розочкам, чтобы они смотрелись более такой живой, не были приплюснуты. Если так приклеим, они просто будут лежать. А если мы приклеим к цветочку, вот вы видите, совсем другой вид. Поэтому примеряем, никогда не боимся 20 раз примерить. Вот, мне все подходит. Наношу клей. Мне немного на камеру неудобно, но я вам вот показываю. И все подклеиваю,
Чтобы листик приподнять, чуть-чуть подклеиваем его ко второму цветочку. Совсем немного клея и прижимаем его. И даем закрепиться. Вы видите, как все красиво получается. Вот он не лежит, а уже на цветочке очень красиво смотрится. Так, где у нас? Вот третий цветочек, вот здесь будет. И здесь мне хочется добавить вот сюда между цветочками еще листик. Поэтому сейчас буду смотреть, как все это сочетается вместе. Вот так. И вот так. И чтобы не закрывала цветочек, чуть-чуть в бок. Вы видите, я все подбираю именно в процессе работы. Или вот так даже. Да, вот так мне нравится больше. Поэтому примеряю еще раз. Вот, подклеиваю вот этот цветочек. Вот, и идеально лежит. Вот, наношу клей. Подклеиваю и даю закрепиться. Вот. Сюда же я примеряю следующий листик. Вот выше, ниже. Если все устраивает, придерживаю, приподнимаю листик и подклеиваю. Даю закрепиться. И еще один листик я вот подклею вот сюда. Также все примеряю, чтобы не слишком листья торчали, но и чтобы их было видно. Сначала закрепляем, а затем будем подклеивать, чтобы листик поднять. Вот я приподниму листик, нанесу клей и подклею ко второму цветочку. И дам закрепиться. И все-таки мне сюда хочется добавить листик, но он слишком длинный. Поэтому я чуть-чуть его подрежу, сложу новую петельку, встречную складку, или это просто складочка. Немного его выгну и подклею вот сюда. Как подклеивать листики внутрь? Мы берем пинцетом, вот хватаем, будем наносить туда клей. Так, отложу. Вот, прямо вот туда клей. Теперь листик. И подклеиваем. И даем закрепиться. С нижней стороны мне хочется подклеить еще один листик, но уже без бусин. Поэтому я примерю вот сюда. Чуть-чуть выше. И приклею. Нижнюю часть мне захотелось подклеить небольшой отрезок фетра, так как цветы у меня получаются немного выше, поэтому, чтобы все скрыть и что хорошо держалось, я подклею небольшой отрезок фетра. Покрутила, покрутила и вот нашла идеальное расположение. Теперь беру клей. Наношу его, достаточно много клея, здесь все ленты, все между собой склеится. И подклеиваю свои цветы. И даю закрепиться. Когда нижняя часть у нас закрепилась, нам надо закрепить вот эти все ленты. Все, которые у нас здесь смотрят вверх. Наносим понемногу клею и располагаем их. Чтобы все подклеить. Вот эти все, которые вот здесь вы видите, все вот это нам надо подклеить, чтобы все смотрело вверх. И продолжаем работу. Ну и, конечно, также поступаем снизу. Все между собой подклеиваем, чтобы у нас нигде ничего не болталось.
И продолжаем работу. Теперь подрезаем все ленты. Здесь уже кому как нравится. Под углом, ровно, уголком. И, конечно, обрабатываем все огнем. И на нижнюю сторону я из ленты вырезала такой полукруг и также его подклею. Обрабатываем огнем и подклеиваем, чтобы все склеить между собой. И нам остается подклеить замочек. Так, вот он так открывается. И нанесу клей и подклею. И даю закрепиться. Вот такая цветочная композиция у меня сегодня получилась. И я очень довольна результатом. Ссылку на цветы, как я уже говорила, как делать, оставлю под видео. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.